Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Судьба привела тебя сюда не случайно. И это уже не случайно, раз судьба привела тебя сюда. Таро уже готовы раскрыть для тебя прогноз, и этот расклад именно то гадание онлайн, которое тебе нужно услышать прямо сейчас. Знаки судьбы окружают тебя, но замечаешь ли их ты? Сегодня карты Таро покажут, почему ты здесь и что должно открыться перед тобой прямо сейчас. Естественно, сначала я посмотрю твою личную ситуацию, а затем задам вопросы, которые будут взяты из потока, и по сути это будут те самые вопросы, которые и привели тебя сюда. Поэтому, если ты нашла или если ты нашел это видео, то послушай ответы здесь. Друзья, давайте проведем общий расклад Таро на ситуацию, на будущее, на то, что видят карты вашей ситуации. Сделаем потоковое чтение прямо сейчас. Перевернем эти волшебные песочные часы и начнем с того, что мы посмотрим, кто пришел на расклад, с какой ситуацией и что происходит в вашей жизни в эту минуту сейчас. Итак, туз мечей. Вы не просто так пришли сюда. В вашей жизни приходит понимание и осознание того, что нужно двигаться, то есть нужно что-то делать, то есть нужно что-то предпринять. И это понимание, оно, знаете как, оно осознанное, оно приходит к вам, потому что действительно пришло время. И как бы, допустим, не было тяжело, но откладывать на завтра, откладывать на потом, откладывать в долгий ящик уже не получится. Уже не выйдет, и время осознанных действий подталкивает вас к тому, чтобы вы были решимы действовать. То есть нужно решение, да, то есть вам нужно решать ситуацию. Окей. И вы даже, допустим, подозреваете, как ее решать, эту ситуацию. Давайте теперь посмотрим дальше. Ну вот то, что я и говорил. Маг. Ну уже то, что вы в этом раскладе, уже то, что с вами работает маг в моем лице, магия в лице эгрегора Таро и ваша внутренняя магия. Вы должны понять, что только ваша магия, ваша телема, ваши намерения, вы именно лично, и вы именно как личность можете это сделать. То есть то, что будете делать вы, это ваше дело, да. Вы в каком-то деле и в каком-то процессе, и этот процесс требует от вас решимости и ответственности, брать ответственность на себя и предпринимать что-то, да, предпринимать какое-то действие. Возможно, мужчина вас подталкивает к каким-то действиям. Здесь есть маг. Возможно, сама магия этого мужчины тоже вас подталкивает к этому действию. И прямо сейчас уже вы на пороге чего-то нового в своей жизни. А прекрасные карты, кстати. Туз тузов, да, маг это туз тузов или бог тузов, а туз мечей это возможность понять и возможность реализовать что-то на практике. Хорошо. Что прямо сейчас происходит? А вот еще паш мечей. Смотрите, у вас идет какое-то прямо идея в вашу жизнь. В вашу жизнь приходит идея, час, время, которой пришло реалізуватися. Є таке гарне прислів'я: ніщо не зупинить ідею, час якої настало. Ну, ви самі знаєте, хто це сказав. Да?
Якось так. То есть пришло время реализовать ту идею, время которое пришло. И, возможно, скорее всего, вы это четко понимаете и за этой идеей долго наблюдаете. То есть вы интересуетесь чем-то, там, допустим, читаете, может быть, какие-то книги, там, журналы, газеты. Но сейчас это не модно, да, как бы газеты читать, да, или журналы, а читаете, может быть, какие-то, смотрите в Ютубе, интересуетесь, или техники какие-то изучаете. То есть есть какая-то информация, которой вы долго интересуетесь. И вот, учитывая то, что вы в ней уже не первый день, вы как будто бы чувствуете, что у вас появляется все больше и больше возможностей ее реализовать. То есть эту информацию. Или воплотить ее в жизнь своими руками. Например, что-то сделать в домашних условиях. Или что-то попробовать сделать своими руками, своими знаниями, своей энергией, своей харизмой, своими талантами и так далее. Да, у вас талант прорывается наружу, то есть ваша личность прорывается наружу. Если перенести это на отношения, я вам так скажу, если перенести на отношения то, что мы здесь видим, то у мужчины появляются возможности. А какая-то женщина за ним долго наблюдает и все никак не может понять, ей стоит по этому поводу волноваться или не стоит. Окей. Давайте посмотрим дальше, в какой вы ситуации находитесь. Но в принципе сейчас вы находитесь в достаточно напряженной ситуации. Вот она, напряженная ситуация. Вы знаете, в будущем эта ситуация, она разрулится у вас в лучшую сторону. Особенно если это касается вашей самореализации как личности в финансовом аспекте, вашей реализации как личности в отцовстве или материнстве, вашей реализации как личности, если вы, допустим, ведете спор со своими детьми или со своим мужчиной из-за детей, или со своей женщиной из-за детей, особенно если у вас вдруг какой-то юридический спор, конфликт или развод, вдруг. И в любом случае, какая бы ни была напряженная ситуация, и с чем бы она ни была связана, все должно измениться к лучшему, в лучшую сторону. Попробуйте просто относиться к ней как к ситуации с возможностями, которая открывает любые хорошие возможности, несмотря на то, что где-то она несет вам какой-то сильный дискомфорт и сильно напрягает вас. Принцесса мечей — это всегда паш мечей, а паш мечей он всегда напряжный, как минимум. Да? И в этой напрягающей ситуации открывается некое почему-то такое окно возможностей у меня приходит, да, из потока. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Но. Есть пятерка мечей. Смотрите, очень много мечей у вас. И у вас такая ситуация, где нужно действовать во что бы то ни стало. То есть идти ва-банк и принимать решения. Или вы проиграете, или вы выиграете. Но откладывать ситуацию и откладывать свое действие, откладывать движение, откладывать решение нельзя. То есть пришло время действовать. Все-таки вот эта вот пословица «ніщо не зупинить ідею, час якої настало», или «ничто не остановит идею, время которой пришло». Вот вы в ней находитесь. Вот вы здесь и сейчас находитесь в той ситуации, где решать придется вам, или пан, или пропал. И что бы ни делалось, все делается к лучшему, потому что на кону стоит, по сути, все. Вот в этой карте на кону стоит все. И смотрите, то, что я говорил. Вы в такой ситуации, где вам только отвечать за это. И ваше решение и есть ваш ответ.
По сути, единица и пятерка по мечам это шестерка мечей. Но шестерка мечей это решительное действие под свою ответственность всегда. Окей. Что я скажу тут? Здесь может действовать и смотреть этот расклад. Вот кто пришел на расклад? Здесь, прежде всего, женщина, которая наблюдает. За кем? За изменениями в жизни своей, в жизни мужчины. И мужчина, который тоже идет каким-то своим путем и наблюдает как минимум за собой. Здесь мужчина больше в своей энергии. А женщина, она направляет где-то свою энергию на наблюдение за тем, что происходит в жизни мужчины. Окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Из потока берем вопросы. Я вижу здесь тенденции развития ситуации, где на кону стоит все и большие риски того, что как бы вы ни надеялись на лучшее, придется готовиться к худшему. Это всегда такой сценарий, где ты психологически себя готовишь не так сильно пострадать, если у тебя что-то не получится. Да? И давайте спросим, а к чему ведет тебя вся вот эта ситуация, где должны быть перемены положительные вроде бы, да? Но они рискуют быть проигрышными или негативными в конкретной ситуации, где ты понимаешь свои возможности и оцениваешь их вроде бы как достаточно мощными, сильными, но риск проиграть у тебя по картам прямо светится, да? А вы напишите, где у вас риск в поражении, да, может быть. Хорошо, давайте смотреть. Первый вопрос из потока. К чему ведет тебя эта ситуация? К чему ведет тебя эта ситуация? Смотри, риски очень высокие. Но результат даже при проигрыше у тебя получается прямо цернонос, да, или кернонос. И это карта божественная или карта Бога. Но учитывая то, что у тебя личность работает здесь, да, то есть или твоя личность, или твое мужское начало. То есть эта ситуация ведет тебя к тому результату, что произойдет так, как угодно высшим силам, это раз. И так, как это максимально повлияет на твою личность в социальной среде, чтобы ее сделать максимально сильной. Вот мы видим здесь начальный аспект реализации личности и конечный аспект реализации личности. Поэтому смотри, к чему ведет тебя эта ситуация. Неважно, проиграешь ли ты, выиграешь ли ты, изменишь ты ситуацию к лучшему, не изменишь. Ты как личность будешь выглядеть все равно лучше, нежели ты выглядел изначально. То есть в конечном итоге, а что ты получаешь? Ты получаешь энергию. Это именно энергия. И ты получаешь свою роль, которая раскроется максимально. Что это тебе дает? Это тебе дает как минимум. К чему это ведет? Это ты будешь выглядеть извне, то есть на тебя будут, на тебя другие люди будут смотреть как на светлого человека, то есть ты не запятнаешь себя. Поэтому если ты проиграешь, ты не запятнаешь себя. А вот если ты пойдешь, поправ все принципы на выигрыш, это уже будет отдельный вопрос. Если ты победишь честно, то ты будешь выглядеть красиво. Если ты проиграешь честно, то ты тоже будешь выглядеть красиво. То есть, по сути, к чему это тебя ведет? Это тебя ведет к новой роли в новой жизни и к незапятнанной репутации. Пока что так. А вы уже напишите, важна вам тут репутация или не важна? Или репутация это ваше все или не все?
Хорошо, а давай тогда спросим, почему ты оказалась или оказался именно в этой точке своей жизни? Почему вот сейчас для тебя эта точка, ну, именно эта, которую ты чувствуешь в этом раскладе? Почему ты оказался в этой точке? Ну, потому что ты не можешь отпустить прошлое. И отпускание прошлого, особенно в чувствах, для тебя очень важно. Ну, ты не можешь отпустить отношения, мужчину, женщину, и потому что ты не можешь уйти из той зоны комфорта, к которой очень сильно привязался эмоционально. Окей. Ну, смотри, здесь вот эти карты у меня дают такое, что судьба хочет, или хочет сказать, чтобы ты осознал это прямо сейчас. Что судьба хочет, чтобы ты осознал это прямо сейчас? Ну, судьба хочет, чтобы ты осознал, что мы или ты всегда не ценишь то, что теряешь. И что любви в твоей жизни сейчас есть место. Вот услышь это. Ты не ценишь то, что теряешь, и мы всегда не ценим то, что теряем. И в твоей жизни есть место любви прямо сейчас для чувств или для чувственных проявлений. Окей. Хорошо. А давай тогда спросим, а какой знак ты недавно получила, но этого не заметила? Какой знак ты недавно получила, но не заметила его? Какой знак ты недавно получила, но не заметила его? Ты не заметила знак стать богатым, богатой. Ты упустила какого-то человека, который несет тебе богатство, несет тебе счастье. И ты реально упустила законный для себя и роскошный подарок. Законный и роскошный подарок для себя. Ты упустила, не заметила. Но особенно если был какой-то мужчина, которого ты до сих пор не поняла или не понимаешь, и который от тебя ушел. Но, возможно, это и нужно. Возможно, для этого и расклад. Но пока так. Но если мужчина смотрит, то точно так же, может быть, мужчина ушел. Вы как мужчина, если смотрите, вы ушли от какой-то женщины, но она была для вас, возможно, чем-то и важна. Хорошо. Какое все-таки событие произошло, что продолжает влиять на твою судьбу? Какое событие произошло, и это событие продолжает влиять на твою судьбу? Интересная такая карта, интересная. У меня такое ощущение, что где-то все-таки закрыт гештальт. Вот по этой части расклада. Я скажу так, произошли все события, которые влияли на судьбу. И я скажу так, вот если спросить, какое событие из прошлого продолжает влиять на твою судьбу, ты никак не войдешь в открытые двери. Перед тобой есть открытая дверь, открытые возможности, а ты на них смотришь, любуешься ими, но не торопишься войти. Поэтому перед тобой все еще стоит поезд, в который ты можешь сесть. Но он может оказаться последним. Но ты в него не садишься пока. Поэтому поезд пришел, ты на него смотришь, или дверь открылась, ты на нее смотришь, но не входишь ни в этот поезд, ни в эту дверь. А просто сидишь и смотришь. Поэтому я бы сказал так, что учитывая то, что я вижу здесь, в этом потоке, да, ты уже как бы упустил шанс или упустила шанс
И тебе дали еще один шанс. И ты опять на него смотришь, на этот шанс, но не пользуешься им. И непонятно, чего ты ждешь. Ну вот, пока вот такой поток идет. Да. Хорошо. Давайте дальше смотреть. Что Вселенная, да, вот Вселенная, да, Луна, Солнце и звезды, да, Вселенная, Божественная Вселенная. Что Вселенная хочет сказать тебе через это видео, в котором ты находишься, да, через этот расклад Таро? Что Вселенная хочет сказать тебе через это видео? Дальше так нельзя. Тебе нужно кардинально, радикально поменять свою жизнь и избавиться от всего, что тебе не нужно. То, что тебя держит в каком-то материальном мире. И, во-первых, Вселенная тебе говорит: проснись. Вселенная тебе говорит: разморозься, да, растай, оттай. Ну вот такое вот идет. То есть Вселенная вообще тебя готовит к активному движению. Вот если взять туз мечей и Солнце, это говорит о том, что тебе нужно быть активным, горячим, разогретым. То есть как автомобиль зимой прогревают немножечко, да, перед тем, как он поедет, ну хотя бы минутку, парочку, да, там, ну, минутку хотя бы. То есть не сразу поехал, да, медленно поехал. То есть тебе нужно двигаться, иначе ты застрянешь в материальном. И вот тут вот это как раз вот перспектива движения у нас здесь есть. Ну и еще хочу сказать, вот почему-то у меня идет, что Вселенная хочет тебе сказать через это видео: божественным огнем, божественным воздухом, да, ветром, воздухом, огнем, руна Соло, да, а это руна, ну, где-то больше ближе к руне Эвос или Райдо. Очистись, освободись, да, отжигай и отрезай, отметай. Ну, карта готовит тебя к перемене судьбы, к радикальному изменению судьбы в сторону света. Именно света, не темноты. Это такая карта, она революционная, она об революции в твоей жизни. Ну, то есть перевороте в твоей жизни. Ну, вот так, интересно. Хорошо. Давай спросим, если жизнь изменится и кто-то ушел, то здесь какой-то человек. Какой человек должен появиться в твоей жизни? Какой человек должен появиться в твоей жизни? Это человек твоей мечты. И здесь эта карта, она несет очень хороший подтекст. Да, здесь розовые очки, но не каждому дан такой человек. Объясню почему. Потому что здесь маг. А если ты искренне, чисто формируешь свое намерение и мечтаешь, то этот человек тебе будет дан путем материализации твоего разума и твоего намерения, и твоей души. Поэтому, но только если ты отпустишь все, что не можешь отпустить. Поэтому какой человек появится в твоей жизни? Тот человек, о котором ты мечтаешь, и тот, с которым ты сделаешь свою жизнь легкой, воздушной и радостной. Ну, вот таким вот образом. Хорошо, интересно пока что, да? Давай дальше смотреть. Но если так, то кто из прошлого до сих пор влияет на твою судьбу? Кто из прошлого до сих пор влияет на твою судьбу? Кто из прошлого до сих пор влияет на твою судьбу? Так, мы сюда эту карту положим вот так, а вот так сделаем. На твою судьбу до сих пор из прошлого влияет аркан Дьявол. И это женщина или мужчина, с которым у тебя были страстные, горячие отношения. Сама понимаешь или сам понимаешь, какого характера.
Дьявол — это привязки, дьявол — это всегда зависимости, созависимости. Поэтому здесь не просто так эта карта падает, она говорит о том, что чтобы началась твоя новая жизнь, чтобы ты вошел в этот портал, телепорту, окно возможностей, сел на этот поезд, тебе нужно освободиться от дьявола. То есть отжечь и перейти из вибраций темных в светлые вибрации. Сейчас вот как раз такой период. У нас новая эра, эра Водолея. Эра рыб отходит, эпоха рыб, а Водолея расцветает. Но она будет достаточно долго, но как бы тройка жезлов. В четверке жезлов окно возможностей закрывается. Поэтому нужно успеть сюда войти, да, в это. Хорошо. Давай смотреть дальше. То есть старый дьявол мешает или до сих пор влияет на твою судьбу. Если тогда кто-то, кто энергетически связан с тобой сейчас, да, вот мы как раз проверяем дьявола. Вот этот дьявол, он связан с тобой энергетически, вот той самой энергией, которая передается по дьяволу в этом аркане. Энергетически, да? Если у тебя был треугольник, а здесь тройка пентаклей, особенно на работе, и если у тебя есть коллектив, в котором мужчина влияет на женщину особенно, или женщина на мужчину, но тут больше мужчина влияет на женщину. Видите, все-таки в этом аркане, да, в дьяволе, именно мужчина влияет на женщину. Но мужчины, смотрите, тут общий расклад, поэтому если у вас, например, начальница была, да, или какая-то сотрудница, и у вас там с ней был такой бурный роман по 15-му аркану, да, по дьяволу, то тогда вот эта вот самая связь по дьяволу, которая, сами понимаете, о чем я говорю, да, она и есть до сих пор, и есть это влияние, и оно достаточно может быть темновастое, да, поэтому, ну, мы здесь опять-таки не делаем диагностику на негативное влияние, мы просто смотрим историю, да, что на что влияет. Хорошо. То есть с тобой сейчас энергетически связан человек, с которым особенно ты работал, или, ну, может быть, проходил какие-то кармические испытания. То есть по тройке пентаклей мы проходим кармический опыт, получаем всегда. Ну и опыт саморазвития, да. Может быть, бывший партнер, партнерша. Окей. Хорошо. А давай теперь тогда спросим. А какое влияние этот человек оказывает на твое будущее, если в прошлом он имел влияние? Вот оно, будущее. Как раз эти две тройки мы и проверим. Насколько он влияет на твое будущее. Ну, смотри, он влияет скрыто. Это рыцарь кубков. Это скрытое влияние. Где-то оно может быть эзотерическое, магическое, да, рыбы. Все-таки рыбы, видите, влияют. И он влияет таким образом, что стопорит твои отношения. То есть ты или сомневаешься в партнерах, или не торопишься идти в партнерство свое, или у тебя как бы дорога открыта, ну, возможности, да, вот коридор возможностей есть, а ты им не пользуешься. То есть, по сути, на твое будущее в контексте отношений человек из прошлого достаточно сильно влияет. И ты вроде бы смотришь на нового партнера, а перед глазами стоит образ прошлых отношений. Или смотришь на нового человека, но не видишь его, не замечаешь. Вот как вот у нас ситуация здесь была, что ты упустил возможность, но если это были возможности в отношениях, то это вот как раз эта карта подтверждает это. Но больше всего это влияет именно на отношения, на дружбу, особенно если у тебя, допустим,
С новыми партнерами получаются какие-то скандалы, да, ссоры, непонятки какие-то, да. От этого нужно избавляться. Здесь открытая карта на избавление. И в карте, где есть суд или страшный суд, да, есть дьявол. Поэтому очищение от дьявола желательно, чтобы как минимум в будущем отношения были, ну, может быть, более гармоничными или более успешными. Такое вот. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда спросим. Если вот здесь вот мужчина этот, да, или человек, который что-то тайно стоит по рыбам, да, спросим тогда, кто тайно думает о тебе и почему? Кто тайно о тебе думает и почему? Кто думает о тебе тайно и почему? О тебе тайно думает женщина. Женщина. И у меня такое ощущение, почему она о тебе думает, а выпадает как раз на страшный суд аркан и на мужчину. Она думает о тебе, потому что или ты никак не можешь очиститься или отвязаться от мужчины, или не можешь от нее отвязаться, потому что это связано с мужчиной. Поэтому тайно о тебе думает женщина, связь с которой лучше бы и не нужно связываться, страшный суд. Но все это связано с мужчиной, и, скорее всего, ты понимаешь, о ком идет речь. О каком мужчине идет речь. Но это тот мужчина, либо который ушел, либо не может уйти, либо ты с ним никак не можешь что-то разрешить. Да, вот этот вот момент. Вот она о тебе и думает. Окей. Хорошо. Тогда давай спросим. Учитывая то, что здесь каких-то отношений вроде бы как намешано, у меня тут идет такой какой-то каламбур, да? Какие отношения тебе мешают двигаться вперед? Какие отношения тебе мешают двигаться вперед? Вот, движение вперед. Какие отношения тебе мешают двигаться вперед? Вот отношения, кто-то думает, что-то лишнее, да? Но это первое, это родственные отношения. Это могут мешать еще родственники тебе твои. И тот человек, который был тебе родственником, и родственники того человека, которые были, ну, который был тебе близок, и они тебе были близки, эти родственники. Ну, такое. Здесь выпадает родственное дерево или древо рода, и еще тебе могут мешать отношения, где ты стремишься какой-то серьезной материальной сумме или каким-то материальным благам, которые несопоставимы как минимум с чем-то абстрактным, то есть или с чувствами. То есть если ты делаешь ставку на деньги, то в этих отношениях чувства будут идти по луне. То есть будет противоречие. Смотри, здесь квадрат, где есть страшный суд, семерка чаш, луна и десятка пентаклей. Поэтому любые отношения материального характера, родственники, мешают тебе идти вперед. Или как минимум очень сильно замедляют это движение, поскольку сам рыцарь кубков очень медленный такой тормоз, да, он двигается вперед, но очень медленно. А десятка пентаклей просто растягивает это время, да, или это время, или путь. Но больше это время по этой карте, чем путь. Окей. А давай тогда спросим. Я сказал слово путь. И вот мне из потока приходит вопрос. А какой путь судьбы был тебе предначертан изначально? Какой путь судьбы был предначертан тебе изначально? А я тебе скажу, счастливчик ты мой или счастливица ты моя. Тебе был предначертан путь судьбы переменчивый, но успешный, удачный и счастливый. Колесо фортуны. Еще скажу так. Если ты вдруг чувствуешь, что ты свернул со своего пути, вернись.
А если ты чувствуешь, что у тебя украли твою судьбу, вот она, эта карта, очнись. Здесь может быть нужна коррекция судьбы тебе, дана карта сия на столе, на алтаре. Слышишь, поток какой идет? И род, да, то есть ты рожден богатым человеком, успешным человеком, десятка пентаклей, колесо фортуны, но твои деньги падают на иллюзию, 17 это долго как минимум, и колесо фортуны падает на дьявола, как минимум, либо по дьяволу украдена судьба, либо ты свернул не туда. И обрати внимание на очень сильное влияние женщины. Мать это или какая-то посторонняя женщина просто здесь есть. Вот эту карту, вот эту, нужно тщательно на нее обратить внимание. Потому что она здесь прямо среди дьявола есть луна, а среди судьбы есть очищение и есть древо рода и мечта. Поэтому вот эти вот карты, они все-таки больше о том, что как минимум твой путь судьбы изначально заложен вот такой позитивный. О, палец показывает. Так, да. А каков он сейчас? Ну, это уже второй вопрос. Мы не будем смотреть, да. Ты сама или сам чувствуешь, каков сейчас этот путь судьбы. Если у тебя путь судьбы сейчас классный, напиши. А если не очень хороший, к сожалению, тоже напиши. Да? Вот, дай обратную связь. Дай миру о себе знать. Покажи, что ты есть в этом раскладе. Да? Хорошо. Тогда давай попробуем спросить. Вот эта карта, она как будто бы предназначена для чего? Для чего-то. И здесь судьба. Да? Судьба и вот как будто бы есть твое какое-то предназначение, да? Судьба и предназначение. Так давай спросим, как узнать свое истинное предназначение? Как узнать свое истинное предназначение? Ну смотри, чтобы узнать свое истинное предназначение, ты должен столкнуться с какой-то опасностью, побывать в каком-то конфликте и сразиться, то есть принять сражение. Эта карта силовая, ну, как бы столкнуться с некой силой, принять бой, отстоять, пойти в конфликт и, ну, и выжить еще. При этом, при всем, остаться в живых. То есть не сгинуть, как говорится, да, не пропасть. Прекрасно. Ну, хорошо это или плохо, мы не будем расшифровывать. Мы идем по потоку, по одному вопросу будем брать. Поэтому твое истинное предназначение откроется тебе, когда ты примешь решительный бой какой-то в своей жизни, в своей судьбе. Окей. Хорошо. Тогда раз так, какой-то бой. Давай спросим, а какое тебе испытание придется пройти? Смотри, здесь быстрое движение, а здесь движение, но медленное, да? Какое испытание? Тут чувство, а здесь прямо столкновение. И здесь дружба, а здесь конфликт. То есть ты как бы находишься между враждою и дружбой, да? Здесь вражда, а здесь дружба. Какое испытание тебе предстоит пройти? Ну что я тебе могу сказать? Тебе предстоит пройти испытание. Если ты женщина, тебе предстоит испытание пройти любовью, чувствами, семьей. Любовь, чувства, семья, дети и сыновья. Вот такие испытания тебе предстоит пройти. Особенно если у тебя не один сын. Первый, второй сын, да, двое сыновей, двое детей. Ну, дети, то есть первое испытание это дети. Второе испытание это любовь и отношения. Может быть двое даже партнеров мужчин, то есть
испытания чувствами, да, и конфликты, и любовь, и отношения, и все хорошо, и все плохо. Вот такая вот двойственность, да, в чувствах. Поэтому, как минимум, испытания, связанные с детьми, с мужчинами, с партнерами и с семьей. Это семейная карта, и здесь с одной стороны хорошо все в семье, а здесь все плохо, поэтому дуальная. То есть будет и то, и другое. Но если ты мужчина, возможно, тебе придется, на пути твоем будет женщина, у которой будет за спиной опыт некий, да, то есть будут дети, может быть 2 сына, может быть дочери и так далее. То есть, будет женщина с ребенком. Вот так вот. Поэтому предстоит пройти испытания, связанные с отношением, с любовью, с конфликтами, с семьей и с детьми. Окей. Хорошо. Давай посмотрим, вот линию сделаем такую, как повороты судьбы. Здесь колесо фортуны, да, или колесо судьбы. Вот давай, какие повороты здесь? Хорошая. Ой, такая сомнительная карта, хорошая, сомнительная. Более-менее хорошая. Давай спросим, что тебе нужно понять, чтобы выйти на свой путь? Чтобы выйти на свой путь, чтобы изменить жизнь. Смотри, 10 и 3 это 13-й аркан, чтобы изменить эту жизнь. Да? Что тебе нужно понять? Тебе смотри, тут 2 варианта всегда. Здесь тебе нужно понять, что тебе нужно быть или проще человеком, или хитрее. Вот выбирай. Если, ты сам знаешь, да, или сама знаешь, ты хитро задый человек, хитро мудрый, да, мягко говоря, или ты простой. Если ты простой, будь хитрее. Но если ты сильно хитрый, или сильно накрученный, или сильно там с короной, да, тут корона есть? Нет, здесь короны нет, хотя, неважно, здесь и корона может быть. Также тебе нужно понять, возможно, правду, наконец, и открыть глаза на эту правду. Неважно, ты себе врешь, или ты кому-то врешь, или кто-то тебе врет. Вот для того, чтобы выйти на свой путь, тебе нужно открыть вопрос хитрости и простоты, решить этот вопрос и посмотреть правде в глаза. Либо своей правде, либо правде, которая рядом с тобой. Окей. А давай тогда так сейчас спросим, а какие двери сейчас открывает для тебя Вселенная? Какие двери сейчас открывает для тебя Вселенная? Вот маг, вот что-то отпускается, вот что-то зарождается, и вот что-то материализуется. Какие двери сейчас открывает Вселенная? Даже тебе не то, что Вселенная. Вселенная, то понятно, что открывает тебе двери. А ты эту Вселенную еще и нафантазировал себе прекрасно. То есть так, как ты хочешь, так и может быть. Но тебе еще открывает дух, двери открывает. И это действительно то окно возможностей, где ты можешь легко и непринужденно, оставив или потеряв что-то, начать все новое. То есть ты можешь начать новую жизнь легко. И знаешь, так даже смеясь немножко даже, да, с какой-то бодростью, да, несмотря, может быть, тебе не так это не до смеха все, да, сейчас происходит в твоей жизни. Но также у тебя еще и риск. Это по этой карте всегда риски у нас. А рисковать придется, то, что я говорил, тут на кону все, да, то есть нужно идти ва-банк. Поэтому какие двери сейчас открывает тебя Вселенная? Двери для рисков, ва-банк, начать все с нуля, с чистого листа, без ничего. Это вот как начать бизнес без начального капитала или с минимальными вложениями, да, где есть только я, руки, опыт и минимум материальных средств. Окей, хорошо. Давайте тогда спросим.
И еще, почему-то мне сейчас пришло, это поездка, переезд. Вот здесь по вот этой карте последний вопрос, да, то есть какие двери сейчас открываются. И плюнуть на то, что вас где-то кто-то обманывает. То есть, не придавать значения обману какому-то. Но посмотреть правде в глаза. Надо просто сказать, да, меня обманывают, да фиг с ним. Потому что у меня есть клиенты, с которыми я работаю, да, вот их обманывают или их обманули. И они на этом так зависают, зацикливаются, что, имея свой колоссальнейший потенциал личности, они просто себя съедают изнутри, просто съедают, уничтожают себя только из-за того, что их кто-то обманул, да, то есть зачем это делать, да, то есть можно плюнуть на это, забить, да, как говорится, забий, да, от хто в темі, то ставте оцю пісню забий, да, хто в курсі, той розуміє, про що я, да. Є така пісня «Забий» називається. Погугліть, знайдете в Ютубі. Окей. То есть, игнорить что-то, вот. Окей, или не обращать внимания. Иногда правильно не обращать внимания может спасти столько здоровья, силы, энергии, возможностей, что вы просто, знаете, как дадитесь диву, что вы просто, не замечали очевидного, а вы реально кое-что пропускаете. Может быть, вы этого дурака и пропускаете. Но дурака очень нелегко заметить, потому что сама карта пустая. Окей, ее не видно, да? То есть нужно чувствовать энергии. А давайте спросим, а какой важный выбор перед вами стоит сейчас? Потому что колесо фортуны — это иногда перекресток. Какой важный выбор стоит перед вами? Важный колесо фортуны. Что вам нужно выбирать? Смотрите, вам нужно выбирать, во-первых, как реализовать себя, свой талант. И в этом вам поможет руна Одал или Отал. Ее и так можно. Руна Отал-Одал. Она похожа на ромбик с двумя усиками. Вот она здесь есть. Так вот, как реализовать себя, как реализовать свой талант, свой дар, как найти себя и в каком направлении пойти, и как зарабатывать деньги, и куда инвестировать деньги, что покупать и что продавать. Вот эти выборы вам прямо, прямо хоть сейчас ставьте перед собой, пишите на листочке, ставьте их в журнал своего будущего или прописывайте как намерения, которые должны у вас проявляться в ближайшем будущем. Поэтому выбор, связанный с деньгами и с сокровищем, который скрыт внутри тебя. Давай так. Что скрыто, или есть ли что-то, что скрыто за завесой твоего будущего? Есть ли что-то и что скрыто за завесой твоего будущего? Что все-таки колесо фортуны, какие-то возможности открываются. А у меня такое ощущение, что у тебя жизнь резко поменяется. Или не резко, но поменяется. И уже буквально я скажу, когда. В конце зимы, уже весной будет новая жизнь. Ты входишь в новый период жизни. Вот я когда-то делал в 22 году перед войной расклад 22.02.2022. Можете посмотреть, там он очень интересный. Точно так же похожий расклад вот этот на тот. Окей, тот, по-моему, на рунах был, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, посмотрите и напишите, на чем он там был. Хорошо. Что скрыто, и если что скрыто за завесой твоего будущего? А скрыт результат. И ты к этому результату придешь весь такой в шрамах, да, весь подряпанный, порезанный, да, такой, потертый, да, побитый такой, потрепанный, вот. И смотри на вопрос. Если что-то, что скрыто за завесой твоего будущего, есть результат. Ты как минимум достигнешь своей цели
Но, допустим, если с точки зрения, например, избавляться от какого-то негатива, то ты всех демонов пораспугаешь, да, то есть ты минимум от дьявола избавишься. Но это результат. 9 жезлов. То есть ты, как минимум, старое свое чучело оставишь в поле, а новым человеком пойдешь в новую жизнь. Это раз. Ты добьешься той цели, которой, реально захочешь или будешь иметь мотив стремиться. Вот. А что сегодня? Свечи эти какие-то такие интересные. Поэтому о чем, да, эта карта? Это карта о достижении того результата, получить который тебе постоянно кто-то мешает. Не только ты мешаешь себе, но еще и кто-то мешает. Окей. То есть за завесой твоего будущего скрыто то, что ты получишь, то, к чему ты идешь. Поэтому если ты идешь к чему-то сейчас, даже несмотря на то, что ты упускаешь где-то возможность зайти в портал возможностей или сесть в последний поезд, то ты все равно это получишь. То есть твоя цель достижима. Вот о чем тебя хотят сказать карты. А давай спросим, кто или что влияет на твою судьбу сейчас, чтобы достичь этой цели. Смотри, кто или что. Смотри, здесь есть какой-то противник, да, есть внутренний талант, есть какие-то темные силы, есть колесо твоей фортуны. Кто или что влияет? Я скажу так. Во-первых, тебе помогает ангел-хранитель. Если тебе сейчас хочется плакать или радуешься, ты прям такой, у тебя подъем ощущаешь, то вот он, ангел-хранитель, за твоей спиной влияет на твою судьбу и помогает тебе преодолеть самые сложные ситуации в твоей жизни. Возможно, даже вот это вот совпадение, рак и скорпион, а здесь близнецы и, здесь больше лев, как бы, или стрелец, может быть овен. То есть у тебя настолько сильная энергия, настолько сильный ангел-хранитель, что несмотря на вот дьявола, который в центре находится, да, на все помехи, которые тебе создают, твоя душа и твой разум достигают компромисса, чтобы ты как минимум не застрял в болоте 2 ногами. Ты сейчас в болоте всего 1 ногой. А ангел-хранитель достает твою 2 ногу и ставит ее на сушу. То есть он все равно тебя вытаскивает, отпугивая или отгоняя от тебя ровно столько негативной энергии или столько негативных обстоятельств, чтобы ты мог себя поменять, изменить себя светом своего божественного проявления и достичь своей божественной цели. То есть, как бы ты себя не останавливал, высшие силы и ангелы светлые тебе говорят, ты можешь явить это чудо, этот дар, этот талант миру. Поэтому давай я достану твою 1 ногу и поставлю ее на землю. И тебе может будет легче оттолкнуться, потому что отталкиваться от воды всегда тяжело, и 1 нога застреет в иле. Окей. То есть, по сути, на тебя влияют темные, светлые силы, которые противостоят темным силам. Еще раз, на тебя влияют светлые силы, которые помогают тебе противостоять и достигать результата светлого. Окей. Такой интересный поток. И вот мы как бы пришли вроде бы к каким-то силам, да, здесь в этом раскладе. Силы, ангелы, давай тогда спросим, это как будто бы тайные силы и магия какая-то здесь, да, вот мы. Да и начали мы с мага, да. Хорошо, давай тогда спросим, вот из потока у меня, какие энергии сейчас окружают тебя? Какие энергии прямо сейчас окружают тебя? Как раз и проверим.
Ну, тебя окружают очень позитивные энергии, и это энергии очень близких тебе людей. Это энергии твоих родителей и энергия твоих детей, энергия твоей семьи, но не всего рода, а очень близких тебе людей в семье, с которыми у тебя были налажены связи хорошие. Например, отец, дочь и так далее. То есть самые близкие, те, с которым тебе было именно хорошо, неплохо. Может быть, кто-то из ушедших в иной мир, а может быть, это энергии и живого человека. Ну, они могут быть и так, и так. Здесь эта карта, она и о живых, и о не очень, да, как говорится. Хорошо. Дальше смотрим. Хорошо, интересно. Давай тогда спросим, но есть ли вмешательство в твою личную жизнь? Вот маг, да? Вот род. Там магия, родовые программы, карма. Вот что на твою жизнь с точки зрения вот именно магии влияет, да? Как бы опять-таки, это не диагностика негативного влияния, но просто вопрос и ответ. Вот какая карта выпадет? Есть ли вмешательство на твою жизнь? Магия, родовые программы или карма? Что-то есть. И вот оно, видишь, что-то есть. Вот они, эти темные силы, летят. Да? То есть здесь мы как бы их отогнали. Да, избавились от них. И пошли к какой-то цели и получили эту цель. Да, нелегко, да, там с какими-то потерями и так далее. Но реально, как минимум, любой из аспектов. Магия, родовая программа, карма тяжелая и так далее. Кармический узел, да, это есть. То есть тут уже этот вопрос мы отдадим на, як кажуть, на поталу, да, личного расклада. И, да, ответ, и как минимум твоя личная жизнь становится нелегкой и часто заходит в тупик в любом аспекте благодаря всем аспектам магии, родовых программ и кармических узлов в том числе. Но учитывая то, что мы тут даже видим, как колесо фортуны падает прямо на дьявола, да, и падает на любовь, и падает на тревоги, и падает на нереализованные какие-то моменты, да, или таланты. Окей. Ну тогда давай спрашивать, а что нужно сделать, чтобы избавиться от этой девятки и получить вот эту девятку? Что нужно делать? Ну понятно, здесь страшный суд — это очищение, да, то есть нужно бороться, да, за это. Хорошо, давай все равно, что скажут карты, что тебе нужно сделать? Ну, тебе нужно искать спонсора, искать покровителя, но стремиться быть и стать этим спонсором и стать покровителем. Поэтому, тебе нужно как минимум работать с деньгами, с финансовым каналом, со своим талантом и со своими, возможно, родовыми программами. Почему-то у меня эта карта, она здесь откликается как родовая программа. Все-таки здесь монеты. Вот прям 4 карты монетные, да. Дьявол это тоже, он хоть и огненный, но он больше не только к любви, но и к монетам, да, то есть к материальному миру. Поэтому, то есть, чтобы очистить свою судьбу, тебе нужно уметь брать, научиться правильно брать и научиться потом стать таким человеком, когда ты достигнешь цели своей, ты должен будешь отдавать, да, то есть стать спонсором, условно говоря, или покровителем. Ну, например, сейчас, к примеру, ты, условно говоря, нуждаешься в чем-то. Так научись же просить и брать для того, чтобы в процессе научиться отдавать. И не то, что научиться, а стать просто обеспеченным человеком и стать меценатом. Ну, вот таким вот образом. По сути, тебе нужно научиться работать с финансовым потоком, со своим даром, со своим талантом и где-то расширять свой финансовый поток. И если ты чувствуешь, что ты бедный вдруг, да, или можешь быть более богатым, то, черт возьми, научись зарабатывать больше. Или, черт возьми, научись не зарабатывать, а научись делать деньги
больших количествах. Ну, вот таким образом. И таким образом, например, найди себе проводника, найди себе учителя, который сделает или научит тебя быть богатым. Но, естественно, это будет не бесплатно. Нужно это тоже понимать. Хорошо, дальше идем. Давай спросим, а какой мощный знак, вот почему-то у меня идет, какой мощный знак ты получишь в ближайшие дни? Мощный знак. Сейчас, секундочку. У меня почему-то свеча сегодня не горит. Но чтобы она загорелась ярче, мы немножечко сделаем свечепускание, да. Вот, пусть она немножко потечет сейчас, и она разгорится, да. Сейчас. Может, я вырежу этот момент. Может, и не вырежу. Потому что уж очень сильно у нас она начинает затухать. Итак, какой мощный знак ты получишь в ближайшие дни? Давай вот так поставим, чтобы на пламя свечи. Я знаю, кто-то из вас ориентируется. Напишите, вы ориентируетесь на пламя свечи или нет. Какой мощный знак ты получишь в ближайшие дни? Мощный знак ты получишь в ближайшие дни от мужчины, который связан с властью, и от бизнеса. И тебе откроется какая-то возможность, какая-то идея, или ты найдешь себе учителя или наставника, который, может быть, даже станет тебе образцом для подражания на твоем новом пути к твоему новому богатству и открытию своего или твоего нового таланта. Вот такой интересный знак. Хорошо, следующая карта. Давайте посмотрим. Теперь, учитывая... Хорошо, это же ближайшие дни, да, у нас было. Тогда на что тебе нужно обратить свое внимание в ближайшие 7 дней, например, в ближайшую неделю? На всю информацию, связанную с миром богатых людей, с банкирами, предпринимателями, экономистами. И тебе будет знак, который ускорит твой путь, твое движение не только к деньгам, но и к отношениям в том числе. Но твой путь к отношениям лежит через отношение к себе и к собственному состоянию самодостаточности и богатству. То есть ты будешь счастливый в отношениях тогда и там, где будешь чувствовать себя богатым человеком, а богатым ты станешь, когда ты сможешь позволить себе идти к этому направлению, становиться более здоровым, богатый. Вот карта богатства, вот она лежит, она вот она где, вот она. Или становиться более сильным в аспекте самореализации, да, вот так вот. Окей. Ну и смотри, на что тебе нужно обратить в ближайшее время. На новости, на способы связи, общения, на средства связи и на то, как общаются богатые люди, как живут богатые люди и как они этого достигли. Ну и вся информация, которая может помочь тебе стать богатым, обращай на нее внимание. Какой-то, смотри, здесь ведь меценат мужчина, здесь мужчина, и здесь мужчина, и здесь информация от орла идет. Это мужчина подаст тебе какую-то ценную идею. А даже я в этом раскладе, как мужчина, подаю тебе уже эту информацию. И ты знаешь подсознательно, о чем я говорю. Ты же находишься в состоянии осознанном сейчас. Да, точка сборки сдвинута, ты где-то бессознательно получаешь эту информацию, но степень осознанности твоя сейчас другая или иная. Окей.
Ну и обращай внимание на женщин и мужчин. Ну, если ты женщина, обращай внимание на мужчин, в которых можешь влюбиться, кстати. И если ты мужчина, обращай внимание на женщин. Здесь это карта о влюбленности. Ну и может тебе прийти какая-то весточка в ближайшие дни от мужчины или женщины, с которым ты имеешь какие-то отношения, на которые ты надеешься, как на новые, или все еще надеешься, как на старые. Что ж, будем заканчивать, наверное. Давайте спросим, перейдем в такой блок какой-то, да. Вот сюда положим карты. Я их сюда ничего не выкладывал. Давайте спросим, какой главный урок ты проходишь, или какой главный урок судьбы ты сейчас проходишь? Главный урок судьбы, который ты проходишь прямо сейчас. Эх, любовь. Ну, прежде всего, нужно разобраться в себе, насколько ты любишь себя, но вообще ты проходишь урок судьбы в отношениях все-таки. Но помни о том, что твои отношения будут гармоничными там и тогда, когда ты позволишь себе быть богатым человеком. Или не бедным. Ну а ключиком вот есть вот эта карта тебе, да, вот она открывает тебе путь к богатству. Да, за ней прячется твой талант, твоя судьба, которая там может быть как-то какие-то влияния, но тем не менее, позволив себе вот эту карту, проживая вот эти карты, результаты и так далее. Ну, переслушаешь еще расклад, если что. Хорошо, тогда спросим, что может изменить твою жизнь к лучшему? А давай как бы посмотрим с этой стороны, что может изменить твою жизнь к лучшему. Так, здесь десятка мечей. Это, во-первых, покойник какой-то и, условно говоря, окончательное закрытие того, от чего избавиться нужно. То есть должно с твоей жизни что-то уйти темное, нехорошее, воспоминания, какая-то боль, какие-то страдания, какие-то потери. Поэтому тебе, условно говоря, нужно отнести, ну давайте так скажем, на кладбище судьбы все плохое и больше туда не возвращаться. Ну, учитывая то, что есть девятка мечей, то есть тебе нужно попрощаться со всем темным в твоей судьбе, в том числе и с темным влиянием, и в том числе и с темными связями, и воспоминаниями, и вообще со всей болью, которая тебя преследует. То есть девиз «жизнь-боль» для тебя больше не подходит, запомни это. И девиз «начинаются светлые времена в моей жизни» для тебя очень подходит. Поэтому, если ты согласен, ставишь на паузу и пиши: с этого момента моя жизнь начинается заново, и светлыми лучами солнца открываются двери в мою новую жизнь. Вот так вот. Ну, эта карта, она вообще, как бы условно говоря, можно сказать, это ритуал. Вот если мы делали с вами такой ритуал, помните, он называется «Перезагрузка матрицы судьбы», то этот ритуал можно назвать, знаете, как, ну, немножко с юмором, похороны неудачной жизни, да, и открытие дорог в новую жизнь, да, то есть, ну вот, почему-то вот так вот. Поэтому вам просто нужно решиться начать новую жизнь, и все. И даже если у вас сейчас чего-то не хватает, вам нужно просто решить ее начать. Если вы решаете ее начать, то все остальное добавится. Если у вас не хватает денег, деньги появятся, не хватает отношений, появятся отношения, не хватает еще чего-то, все будет появляться по мере движения. Пока так. Хорошо, но тогда спросим, а о чем тебя карты предупреждают сейчас? Но, чтобы начать новую жизнь, тебе придется принять вызов и бороться, все равно побороться. То есть, знаешь как, не приложив усилия или под лежачий камень вода не течет. Да, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Да, иногда горы нет. Можно вообще как бы сказать, что можно и легко жить. Но тебе карты предупреждают о том, что тебе придется играть все равно. Это игра на сцене. И прилагать усилия. Но нужно понимать,
какие правила игры и чья это игра. То есть нужно понимать, по чьим правилам ты готов играть, по чьим не готов. Готов ли ты вообще играть по чужим правилам? И, возможно, ты уже готов создавать свою игру, чтобы в нее играли по твоим правилам. Так тоже бывает. Что станет ключевым поворотом в твоем будущем? Интересно, почему-то у меня вот этот вопрос прямо, он родился. Я вот посмотрел, насытился энергией сопротивления этой карты, но она меня почему-то как-то приподняла. Напишите, что вы чувствуете прямо сейчас, когда видите эту карту. Итак, что станет ключевым поворотом в твоем будущем? Это праздник. Это праздник, и это праздник рождения. Может быть, это ребенок, может быть, это внук, внучка, да? Может быть, это тройня даже. Но ключевым поворотом в твоем будущем станет именно праздник. Возможно, ты в какой-то праздник именно поймешь, что твоя игра и твоя борьба началась. Праздник. Ответ праздник. Смотри, какой праздник. И какой праздник. Это праздник очень радостный. И это праздник появления чего-то нового. Возможно, это новый праздник. А возможно, это твой новый день рождения. А новый день рождения — это всегда новый праздник. На 100% уверен, что твой день рождения — твой любимый праздник. Но это будет новый твой день рождения. Это последняя карта. И какое последнее послание Вселенная хочет передать тебе прямо сейчас, чтобы закрыть этот расклад? Є таке прислів'я українське: не бійся, бийся. То есть не бойся, борись. И как бы ты себя не чувствовал сейчас, на каком бы энергетическом уровне ты ни находился, а уровень у тебя такой, что как минимум, что я чувствую, что в тебе просыпаются силы. Проснись. Карты хотят тебе сказать или передать: ты столкнешься с большим количеством проблем, и тебе нужно будет прилагать усилия, но не бойся, бороться, играй, и ты обязательно отобьешь все темные силы, которые тебя атакуют, оставишь свое старое пугало на старом поле и пойдешь в новое поле своих возможностей, своей новой жизни. И почему-то у меня именно эта карта сегодня резонирует, две точнее карты, Цернунас и 19 и 20 аркан. Это свет и свет через тьму. То есть и ты возродишься, переродишься, явишь себя новому своему миру. И у тебя будет новый день рождения, и все, что тебе нужно было оставить в прошлом, будет оставлено. И оно тебя догонять уже не будет. Ты будешь об этом вспоминать, но это уже не будет приносить тебе боли, страдания и тяжелых воспоминаний. Ты будешь спокойно жить в новой реальности и, созидая, радовать не только себя, но и того человека и тех людей, которых будешь любить, а они будут находиться рядом з тобою. Світла вам та вашому всесвітові і до зустрічі. Лишайтесь на зв'язку, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Побачимось. Па-па.